Ситуация на рынке дошла до точки, где больше не работают ни уговоры, ни рекламные лозунги, ни красивые отчеты. Вопрос встал ребром и предельно жестко. Либо цены падают радикально на треть, а то и почти вдвое, либо вся конструкция начинает рассыпаться прямо на глазах. Склады переполнены, дилеры сидят на неликвиде, а покупатель больше не верит ни одному обещанию. АвтоВАЗ оказался в положении, куда загнал себя сам, долгими годами ценовой политики, оторванной от реальности. То, что сейчас происходит в дилерской сети «Лада» по всей стране, сложно объяснить обычным спадом продаж или временными трудностями. Это уже не кризис в классическом понимании, это затяжное, вязкое угасание, растянутое во времени. Воздух в автосалонах буквально давит, не метафорически, а физически. Вчера еще там рисовали диаграммы роста и рассказывали про стабилизацию, а сегодня залы пустуют, как после эвакуации. Еще совсем недавно маркетинговые отделы бодро размахивали папками с государственными программами поддержки. Учителя, врачи, военные, многодетные – всем обещали особые условия, сниженные ставки, последний шанс взять выгодно. Создавалось ощущение, что вот-вот случится чудо, и народ снова пойдет в салоны. Но чуда не произошло. Все эти меры ударились о простую и неприятную истину. Цена автомобиля по-прежнему не соответствует ни его оснащению, ни качеству, ни ожиданиям покупателей. Сегодня дилерские центры выглядят странно и даже пугающе. Огромные стеклянные здания, яркое освещение, аккуратно выстроенные машины и почти полное отсутствие клиентов. Менеджеры скучают, пересаживаются с места на место, листают телефоны, бросают взгляды на входные двери, заранее понимая, план снова провален. Люди больше не реагируют на баннеры выгодно и только сегодня. Общество устало от ощущения, что его годами пытаются обмануть красивыми словами. Покупатель не стал беднее в плане мышления. Он научился считать, он сравнивает, анализирует, читает отзывы и понимает. Даже с учетом субсидий и кредитов, отечественный автомобиль сегодня стоит неоправданно дорого. Цена выросла до уровня, при котором ожидания автоматически становятся выше, а вот качество и технологии за этим ростом так и не успели. Рынок молча, но предельно ясно сформулировал свой посыл. Либо реальные скидки, либо вы теряете покупателя окончательно. Настоящая картина открывается не в шоурумах, а за их пределами. Стоит зайти на закрытые технические площадки дилеров, и там видно все без прикрас. Автомобили стоят плотными рядами, десятками и сотнями. Машины касаются друг друга бамперами, зеркалами, словно их просто негде больше поставить. Это не оперативный склад, это кладбище замороженного капитала. Но самый тревожный момент даже не в объемах, а в происхождении этих автомобилей. Значительная часть из них не свежая продукция. По документам они новые машины 2024-2025 годов. Но реальность иная. Многие из этих кузовов были произведены еще в период острого дефицита комплектующих, когда завод лихорадило. Они месяцами простаивали на открытых площадках, под снегом, дождями и палящим солнцем, ожидая недостающие элементы. Затем их в спешке доукомплектовали тем, что удалось достать, и отправляли дилерам. А там процесс старения продолжался, уже под вывеской «Новый автомобиль». В итоге покупателю предлагают продукт, который большую часть своей жизни провел не на дороге, а под открытым небом. Представьте себя на месте клиента. Вы приходите за новой машиной, рассчитывая на ощущение свежести, надежности, уверенности. А вам показывают автомобиль, у которого заметно выгорел лак, потеряли эластичность резинки, тормозные диски покрыты ржавым налетом, а аккумулятор давно живет на износе. Коррозия еще может быть не видна, но ее зачатки уже вполне способны проявиться в скрытых полостях кузова. И все это подается как абсолютно новый автомобиль по полной цене. Понятно, почему люди уходят. Доверие – ресурс невосполнимый. Его можно потерять один раз и навсегда, и АвтоВАЗ этот ресурс практически исчерпал. При этом руководство завода создает ощущение, продолжает жить в прошлой эпохе. В
В то время как рынок стремительно изменился, конкуренция стала жесткой, а потребитель требовательным. Внутри компании будто бы считают, что альтернатив нет, но они есть, и это уже невозможно игнорировать. Пока отечественный автопром был занят переписыванием ценников и лоббированием заградительных мер, рынок заполнили китайские бренды. И если честно посмотреть на ситуацию, выбор покупателя становится логичным. За те деньги, которые сегодня просят за Ладу Весту в приличной комплектации, можно купить современный автомобиль с автоматической коробкой, климат-контролем, адекватной мультимедией и уровнем комфорта, соответствующим сегодняшнему дню. Да, у китайских марок есть свои вопросы, это факт. Но они предлагают законченное решение, а не автомобиль, требующий постоянных компромиссов. На одной чаше весов технологии, опции и ощущения современного продукта. На другой механика из прошлого века, скрипящий пластик и мультимедиа, которая тормозит с завода. Неудивительно, что покупатель голосует рублем. И все чаще этот рубль уходит не в кассу Лады. Эксперты и аналитики сходятся во мнении. Без резкого снижения цен ситуацию не исправить. Косметические скидки не работают. Их моментально нивелируют дополнительные услуги и навязанные допы. Речь идет о реальном дисконте. 30, а то и 40%. Только так можно расчистить склады и попытаться вернуть доверие. Но для топ-менеджмента такой шаг означал бы признание системной ошибки. Признание того, что цены были завышены сознательно, а значит ответственность, репутационные потери и политические риски. Поэтому вместо решения корневых проблем мы наблюдаем имитацию деятельности, громкие анонсы, странные проекты и попытки создать иллюзию движения вперед. На этом фоне особенно тревожно выглядит история с Ладой Искрой. Автомобиль, который обещали как доступный и по-настоящему народный, уже на старте демонстрирует ценники, далекие от реальности регионов. 1 300 000 за базовую версию, 1,5 миллиона за комплектацию получше. Для большинства людей это неподъемные суммы, а с учетом дилерских аппетитов ситуация становится еще хуже. Все это говорит об одном: АвтоВАЗ потерял контакт с рынком. Покупатель устал, он больше не готов переплачивать за прошлое, упакованное в громкие слова. Если компания не изменит курс, мы можем стать свидетелями исторического момента, окончательного ухода бренда из сегмента доступных автомобилей. Рынок ошибок не прощает, и время для иллюзий уже вышло. А теперь действительно интересно услышать ваше мнение. Готовы ли вы сегодня покупать Ладу по таким ценам? Или можно, а зачем? Напишите честно. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм-каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании. И шутка на прощание: у кого меньше клиренс, тот и чистит дорогу от снега.